И снова здравствуйте, друзья! Я уже доехал до Несвежа, и буквально через минутку мы пойдем и посмотрим, что же такой за замок построил пан Сиротка, из-за которого предыдущий Мирский, который мы буквально в воскресенье с вами смотрели, превратился де-факто в дачу. А если вы еще по какой-то причине пока не посмотрели выпуск про Мирский замок, обязательно посмотрите. Прямо сейчас появится ссылка в правом верхнем углу, нажимайте на нее, переходите и смотрите, потому что этот выпуск будет очень важен для общего контекста повествования. Если вы его не посмотрите, вы, скорее всего, не все или не совсем поймете, о чем будет идти речь в этом выпуске. И самое главное, не забывайте ставить лайки, подписываться и писать свои комментарии. Это очень важно для алгоритмов YouTube, иначе YouTube думает, что это видео вам не понравилось, оно неинтересно, и он больше его никому не покажет. И я так и умру нищим, никому неизвестным блогером. А я хочу умереть богатым, всем известным и очень нужным блогером. Поэтому, пожалуйста, пока мы идем смотреть замок, вы пока ставьте лайки, комментарии, а я пока пойду искать какие-нибудь кусты, в которых меня не найдет охрана, и из которых я смогу безопасно взлететь на дроне, показать вам все в начале по старой доброй традиции сверху и не получить или от охраны. Поехали! Ну что, друзья, я думаю, у вас, как и у меня, отпали любые вопросы, почему был построен этот замок и чем не устроил Мирский. Да, этот, конечно, существенно масштабнее, более жилой, он больше похож не на замок, а на дворец, хотя был построен по последнему слову техники, и в плане оборонительных сооружений в этом замке не было никаких проблем ни с артиллерией, ни со стрелковым оружием, ни с чем. И здесь также располагалась ЧВК Радивилл. У них было ЧВК еще до того, как это стало мейнстримом. В общем, если у вас еще остались вопросы, давайте рассмотрим замок поближе, сходим в музей, обязательно посмотрим выставку, а по дороге я вам расскажу немного о роде Радивилл. О нем стоит послушать. Пойдем. Ну что ж, друзья, мы с вами находимся в Несвежском дворцово-парковом комплексе в городе Несвеж, Минской области, Республики Беларусь. Добраться сюда не составит никакой проблемы, можно на личном транспорте, на общественном или же в составе организованной туристической группы. Как вы помните из предыдущего выпуска, а если не помните, обязательно посмотрите, замок заложен Николаем Радивиллом Сироткой 7 мая 1583 года. Как и в случае с Мерским замком, мотивы его строительства до конца неизвестны. По одной из версий замок был построен на месте сгоревшего деревянного, по другой под влиянием итальянского военного зодчества. Находясь в родовом гнезде Радивиллов, будет уместно немного рассказать об истории одной из богатейших и влиятельнейших семей Великого княжества Литовского. Ведут свою историю Радивиллы примерно с 14 века, но точное происхождение доподлинно неизвестно. Останавливаться на теориях происхождения рода мы не будем, это всего лишь теории, да, и непогруженному в исторические события литовского средневекового зрителю это вряд ли будет интересно. Род Радивиллов не прервался и до сих пор существует. Кстати, и самыми известными современными представителями рода являются Константин Радивилл, польский врач, общественный и политический деятель и министр здравоохранения Польши 2015-2018 годов, и Мацей Радивилл, польский аристократ, финансист, предприниматель и общественный деятель. А ныне покойный Станислав Альбрехт Радивилл являлся свояком президента США Джона Фиджеральда Кеннеди по своему третьему браку с Кэролайн Ли Бувье. Но вернемся к замку. С точки зрения военной мощи замок был практически совершенен на момент постройки, а огромное количество артиллерии, серьезные укрепления, полные склады стрелкового оружия и амуниции, а также располагавшаяся внутри частная армия Радивиллов делала его серьезным военным объектом. Первый раз свой военный потенциал замок раскрыл во время войны Российской империи с Речью Посполитой в 1654-1667 годах, будучи одним из немногих выдержавших осаду замков. За свою историю замок пережил Северную войну, войны между Российской империей и Речью Посполитой, Отечественную войну 1812 года, Первую и Вторую мировые войны, многократно был практически разрушен, разграблен, но каждый раз в роду Радивиллов находился человек, способный дать замку вторую жизнь. Так продолжалось до 17 сентября 1939 года, когда во время Второй мировой войны замок был занят Красной армией, а Радивиллы, соответственно, арестованы. Им было позволено выехать из СССР только в 1940 году. К этому времени замок уже был разграблен пролетариями и передан на баланс автодорожному техникуму.
К счастью, советская власть не сочла значимыми картины угнетателей трудового народа и передала 63 портрета Радзивилла в Национальный музей в Варшаве, как и часть коллекции оружия, что, по-видимому, сыграло важную роль в сохранении коллекции и наследия Радзивиллов. Не найдя лучшего применения замку, советская власть организовала в нем санаторий НКВД. В процессе эксплуатации замок был практически уничтожен в культурном плане, и в новом тысячелетии от былого величия остались лишь блеклая тень. Современная белорусская власть тоже не спешила возвращать замку его первоначальное предназначение, и до 2001 года здесь прекрасно располагался санаторий Белмешколхоздравницы. Только пожар в 2002 году заставил власти всерьез взяться за реконструкцию замка. Дворцовый комплекс полностью открылся 20 июля 2012 года, а уже через 2 месяца заработал свой первый $1 миллион на музейно-экскурсионной деятельности. Я только что вышел из музейной выставки. Вы видели сами все. Большая проблема, конечно, в музее со светом. 3 китайских канделябра с энергосберегающими лампочками в виде свечек. Это, конечно, очень прекрасное чудо колхозное. Но света не было, как видели, вообще. Поэтому кадры, я уверен, получились так себе. Но вы все видели. Кстати, здесь еще есть 4, как минимум, огромных парка. Поэтому, если вы будете приезжать сюда, по сравнению с Мирским замком, здесь нужно времени существенно побольше. Потому что здесь и выставка побольше, здесь сам дворец намного больше, здесь парки есть, здесь есть много чего посмотреть. Поэтому запасайтесь временем, приезжайте с запасом. А мы пойдем отведаем местную кухню. Может, здесь ресторан получше? Посмотрим. Салат давайте не свежский. По горячим что посоветуете, что у вас фирменное? Хотите драники или... Нет, что-нибудь мясного. Петрольный связан с сушеным соусом, мясо, конечно, или свинина, часть или соусом мяса, или цвет, свежим соусом соус. Давайте мясо по-княжески. На десерт яблочный штрудель. Ну что же, друзья, вы сами все видели. Какой вам замок понравился больше, напишите в комментариях обязательно. Если не смотрели первое видео, обязательно посмотрите, вам будет с чем сравнить. Мне, честно говоря, больше понравился Мирский. Я не знаю почему, это как-то на уровне ощущений. Вы обязательно напишите, какой понравился вам и в какой бы вы хотели съездить. Чем закончить хотелось бы. Знаете, так сидишь, думаешь, Великого княжества Литовского уже нет. Российской империи нет. Речи Посполитой нет. Даже СССР уже нет. А замки есть. Как род Радзивиллов, кстати, до сих пор тоже есть. Вывод? Не знаю, какой сделать вывод. Каждый сам сделает, наверное. Можете поделиться. В общем, спасибо, что досмотрели. Увидимся. GoPro выключись.